Всем привет! Наконец-то наступила долгожданная весна. Светит ярко солнышко и звонко поют птички. Это навеяло мне мысль сделать вот такую декоративную клетку для птиц с открывающейся дверцей и птичкой на жердочке. Думаю, вы тоже сможете сделать такую же своими руками. Основными материалами будут картон, деревянные шпажки и алюминиевая проволока. Итак, приступим. На гофрированном картоне рисую окружность радиусом 8 см. С помощью циркуля отмечаю точки для будущих вершин шестиугольника. Рисую шестиугольник. Вырезаю 3 такие детали. Склеиваю их друг с другом с помощью столярного клея ПВА. Это будет основание нашей клетки. Рисую и вырезаю 12 прямоугольников со сторонами 8,5 см. Приклеиваю прямоугольники на термоклей к основанию, пока в один ряд. Приклеиваю второй ряд стеночек на столярный клей, иногда корректируя размер. Для лучшего схватывания временно соединяю стеночки малярным скотчем. Пригодились круглые палочки для суши. Они будут выполнять роль прутиков в клетке. Высота палочек 22 см. Приклеиваю их по углам клетки от основания. Малярный скотч снимаю. По шаблону на картоне обвожу арки и вырезаю их. Получается, что мне нужно таких 12 деталей. Приклеиваю их к верхней части прутиков. Замеряю расстояние между прутиками, чтобы было одинаковое. Желательно соблюдать такое же, как и внизу, то есть 8 см. Приклеиваю второй ряд арок, немного изменяя размер. Делаю крышу для клетки. Вырезаю такой же шестиугольник, как делала для дна. Для начала примеряю его и закрепляю малярным скотчем. Делаю это для того, чтобы ровнее приклеить. Теперь начинаю приклеивать на термоклей, постепенно снимая скотч. Приклеиваю еще один шестиугольник на крышу. Обклеиваю корпус клетки салфетками со столярным клеем снаружи и внутри. Вырезаю в крышке клетки круглое отверстие диаметром 10 см. Хотя сделать это надо было раньше, до того, как приклеила крышу. Так было бы удобнее. Торцы отверстия также обклеиваю салфетками. Шпатлевкой по дереву выравниваю поверхность и торцы клетки. Прохожусь по всей зашпатлеванной поверхности наждачной бумагой.
Вырезаю из переплетного картона проем для двери. Ширина окантовки 7 мм. Вклеиваю его между прутьев клетки. Сзади укрепляю проем еще 2 картонными полосками. Теперь настала очередь деревянных шпажек для гриля. Отмечаю середину стороны клетки, делаю отверстие шилом и вставляю туда палочку со столярным клеем. Таким образом делаю на всех сторонах клетки. Продолжаю приклеивать палочки, заполняя проемы. Начинаю делать крышу из проволочек. Сгибаю алюминиевую проволоку в виде дуги, загибая при этом кончик. Делаю таких дуг 18 штук. Стараюсь сделать одинаковую длину и изгиб проволоки, чтобы затем эстетично смотрелось. Приклеиваю их с помощью термоклея внутрь круглого отверстия. Кончики проволоки обматываю кусочком малярного скотча, чтобы лучше приклеилось, так как термоклей плохо держится на металле. Пока смотрится не очень красиво, но это пока. Вырезаю из картона маленький кружок и к нему уже приклеиваю все концы проволочек термоклеем. Затем сверху заливаю термоклеем и приклеиваю еще один кружок. Начинаю делать дверцу из палочек. Соединяю палочки друг с другом под прямым углом. На боковых сторонах дверцы делаю по 3 ряда палочек для прочности. Сажаю готовую дверь на петлю и с другой стороны устанавливаю маленький замочек. С задней стороны дверцы на проем приклеиваю полоску картона, чтобы дверь не проваливалась внутрь клетки. Крашу внутреннюю часть клетки черной акриловой краской. Наверное, надо было это сделать раньше, до установки прутиков. Так было бы легче красить. Украшаю купол клетки декоративным колпачком. Ну вот, каркас декоративной клетки готов. Займусь его декором. Для украшения я использую свои любимые молды арт-студии Просвет и массу для моделирования. Ссылки на молды оставлю в описании. В центр нижней стеночки приклеиваю камею с девушкой. Декоративным элементом косичка обклеиваю грани и выступающие части. Основные грани решила украсить тройными косичками, чтобы получилось подобие колонн.
Купол клетки также украшаю косичками. Дверной проем тоже окаймляю косичкой. Вокруг камеи приклеиваю жемчужную окантовку. Прутики на куполе решила покрасить черным цветом. Верхнюю часть купола также крашу черной краской. На нижних стенках чередую камеи и орнамент. По верху клетки приклеиваю бордюр, сделанный с помощью молда и массы для моделирования. Верхнюю часть крыши также украшаю узором. Арки украшаю косичкой. Вокруг камеи на центральной стенке карандашом делаю узор. Чуть позже продолжу с ним работу. Прокрашиваю прутики черной краской. Приклеиваю ножки, сделанные с помощью 3D молда. Прокрашиваю все узоры черным цветом. Клетку решила расписать двумя яркими цветами – бордовым и брусничным. Золотым контуром обвожу узор на центральной стенке. Внутри рамки на брусничном фоне рисую контуром сетку. Верхнюю часть купола решила все-таки покрасить бордовым цветом, чтобы клетка смотрелась гармоничнее. Двумя оттенками золотой краски методом сухой кисти покрываю все орнаменты, ножки и колонны. Примеряю жердочку для птички. Отпиливаю лишнее и покрываю золотой краской. Приклеиваю на термоклей клетку. Сажаю туда золотую птичку на прищепки.
Вот такая шикарная декоративная клетка для птиц у меня получилась. Как видите, все сделано своими руками и с душой. Такая клетка подойдет для декора комнаты, для фотосессий или даже для настоящей птички. Также это замечательный подарок, сделанный своими руками на любой праздник. Пишите свои мнения в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем творческих успехов, весеннего настроения и пока-пока!